Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке криптовалют. Рассмотрим сегодня, что происходит с биткоином и эфиром, куда мы можем пойти. И где нам открывать позиции. Смотрите, начнем с эфира. У нас сегодня 15 января. До инаугурации там остается совсем немного времени. Трамп обещает подписать какие-то законы в первый день инаугурации и проводит там какую-то пати крипто, куда там будут приглашены какие-то известные личности. Посмотрим, что нам это даст. Все ждут на самом деле 20 числа падения, что крупняк начнет крыться, и мы увидим какое-то нисходящее движение. Не знаю, мне кажется, будет все зависеть от того, что они там подпишут, от новостного фона и так далее. Посмотрим на эфир. У нас есть как бы сопротивление в районе 3540, куда мы по идее можем сходить до 20 числа. Но эфир себя показывает очень слабо относительно биткоина, потому что он даже не может пробить первое сопротивление, которое было на отметке там 3300 с копейками, зеркальное. Мы до него, честно говоря, он даже не можем дойти. Хотя биткоин уже как бы все падение, считай, что отыграл. И даже пошел выше. Поэтому альт-сезон пока не знаю, когда начнется. Мне кажется, он может начаться, когда эфир как бы выйдет вот за эту трендовую линию. Если он пойдет там хотя бы на 4000 и выше, тогда мы что-то увидим там по альтам глобально. Сейчас что может произойти? Мы можем дойти там, допустим, затестить 3300, 3320, потом оттуда развернуться и пойти куда-нибудь в район 2800. И это как бы такой вариант не исключен. Поэтому кому я там в соцсетях давал там точки входа там от $3000, им, наверное, стоит поставить стол в безубыток, чтобы, если мы польемся ниже, как бы набрать там позиции лучше, либо сейчас зафиксировать там прибыль. У кого какая стратегия, кому сколько как бы хватает. Далее у нас здесь была двойная вершина, от этого мы как бы и упали. По сути, эфир показывает себя очень слабенько. У нас основная поддержка здесь в районе 2800, 2500. Если мы сюда упадем, получается, как бы, кто не зафиксировался и набирал лонги вот здесь в этом большом накоплении, как бы останутся ни с чем. Здесь, естественно, куча стоит стоп-лоссов и так далее. Это будет крайне негативный вариант, если мы пойдем все-таки сюда. Потому что все, кто набирали там фьючерсные позиции с плечами, их ликвидируют. Поэтому смотрим вот на этот уровень. Если мы его проходим, как бы закрепляемся, то идем сюда. Если мы его не проходим, то идем как бы ниже. Все равно кто как бы любит пошортить, может как бы вот с этих отметок как бы пробовать набирать позицию как бы со стопами. Так, давайте посмотрим, что у нас по биткоину. Биткоин у нас чувствует себя на самом деле намного лучше. У нас сопротивление там в районе $100 000. И мы туда, на самом деле, нам здесь не сильно-то далеко идти, можем запросто сходить. То есть эфир сейчас стоит, если как бы перевести на биткоин, где-то вот в районе $93 000 доминация. Нифига не падает. И альт-сезоном пока сильно не пахнет. Там кроме некоторых активов ничего не растет, а только падает. Так, по биткоину.
Смотрим. У нас такая картина. Поддержка у нас там в районе 95, там 94 тысяч долларов. То есть мы можем вот сюда откатиться и потом пойти сюда. Либо можем как бы затестить трендовую и пойти куда-нибудь там на 88 и так далее, ниже. Поэтому как-то так. Сегодня у нас новости по инфляции в Америке. В 16:30 по Москве, я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. И данные из биржевой книги ФРС. Там они будут, данные о том, будет ли понижение ставки, кто там что думает и так далее. Так, биржевая книга в 10, а данные по инфляции у нас в 16:30, как я и говорил, по московскому времени. И еще у нас по запасам нефти в 18:30 данные. Ну, не знаю, насколько они повлияют, если там будут какие-то аномальные только значения. Ну и вообще у нас приходит к власти Трамп. Кто в прошлый срок его торговал, то он, конечно, такой чувак. Он может много каких-то там изречений делать, от которых будут рынки болтать. Я как раз в прошлый срок торговал фьючерсами на нефть. И он там, конечно, бывало манипулировал ценой специально или не специально, я уж не знаю. Но там от его заявлений все летало в ту или другую сторону, как бы довольно-таки сильно. Поэтому вот такая ситуация на ближайшие дни. Будем смотреть, что будет дальше. Может быть, сделаю, если будут какие-то по рынку изменения, еще один обзор. По альткоинам каким-то не вижу смысла делать обзоры. Как бы все на самом деле, все цены привязаны к биткоину. Там редко когда расходится поведение там биткоина, допустим, и эфира, или там биткоина и альткоинов. Есть там пару сильных каких-то альткоинов, которые там могут стоять против рынка, там типа XRP. Но в основной своей массе, как бы, куда биткоин, туда и все остальное пока валится. Поэтому всем пока. Возможно, скоро запишу какое-то видео по проекту, где расскажу, что мы строим, как бы, как это будет выглядеть. И более подробно как бы распишу, что в нем будет, для чего он нужен и так далее. Всем пока. Подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на Telegram и Twitter. Там я более оперативно выкладываю какую-то информацию, когда рынок быстро меняется. Поэтому там можно это более оперативно получать какую-то. Всем пока.